Карма — это та сила, которая постоянно толкает нас. Это наши решения, побуждения, желания. Поверить в то, что кармы не существует, достаточно легко, когда ты ничего не пытаешься поменять. Когда ты делаешь только то, что хочешь, думаешь, что делаешь то, что хочешь. Но когда возникает желание что-то изменить в своей жизни, оказывается, что не все так просто. Если бы наши желания по-настоящему принадлежали нам, мы могли бы пожелать стать счастливыми навсегда, и были бы ими. Пожелали бы стать просветленными, и просветлели бы сразу же. Но как-то все не так работает. И после нескольких попыток становится очевидным, что наши побуждения и желания все-таки, наверное, не до конца нам принадлежат. Если человек говорит, что я делаю только то, что хочу, хочу отдыхаю, хочу книжку читаю, хочу гуляю, он не столько действует, основываясь на своих желаниях, сколько на своих привычках. Карма возникает как результат привычных действий. И когда к нам приходит странная идея, что пора бы выбраться из привычных сумерек замутненного сознания, вдруг мы замечаем, что это не так-то просто нам дается, и мы встречаемся с большим сопротивлением. И часто хочется сказать, это окружение мешает, мои близкие мешают, социум против того, чтобы я выбрался из его кишачей среды. Но надо сказать, что человек, когда остается в одиночестве, особенно ничего не меняется. Потому что в этот момент как раз-таки работает карма. Карма — это не как наказание за какой-то проступок. Сделал что-то плохое, вот тебе карма. Нет, карма — это как нечто, что толкает нас по накатанной тропке. И куда ведет эта тропка? В колесо сансары. И колесо сансары в данном случае — это не какое-то там перерождение, прошлые, будущие жизни. Колесо сансары — это замкнутый круг наших страданий. Возьмем грубый пример с употреблением алкоголя и на секундочку представим, что химической зависимости нет. Человек желает бросить употреблять, но в нем существует это ошибочное убеждение, что если он употребит, ему станет лучше. И на минуту, на часы, может быть, ему правда становится лучше. Эти приятные ощущения вызывают в нем привычку, желание делать это чаще. Но как только искусственно созданные приятные ощущения пропадают, возникает чувство горечи и разочарования. Либо относительно самого себя, чувство стыда, что я не справился, я хотел перестать и бросить, но не получилось. Либо относительно окружающей среды. Все не так мило и прекрасно, когда нет этих искусственных приятных ощущений. И это неприятное в данном случае ощущение вызывает снова желание употребить, и человек остается вот в этом замкнутом круге. И если мы заметим, то большинство ловушек нашего сознания работают по такому же принципу, хотя их работа чуть более деликатна. Вопрос в том, как выбраться из этого порочного круга, как перестать ходить по накатанным тропам. Здесь нам нужна сила концентрации, чтобы вовремя успеть заметить, как это побуждение, этот импульс возникает внутри нас и говорит нам, что вот нужно сделать вот это. И в этот момент нужно обладать достаточной верой в осознание настоящего момента, в принятие настоящего момента, чтобы ничего не делать и наблюдать. И тогда этот импульс, будучи нереализованным, постепенно сам по себе умрет. Колесо сансары — это не обязательно про плохие привычки. Все наши прекрасные идеалы и побуждения также ловят нас в ловушке. Стараемся, вертимся, крутимся и даже достигаем иногда хороших результатов, но только в разговоре по душам мы говорим: я кручусь, как белка в колесе. Но самое страшное в том, что я не знаю, надо ли мне все это, есть ли в этом какой-то смысл. Все дело в том, что что-то внутри нас осознает все эти наслоения, всю эту фантасмагорию, искусственно созданные нашим умом какие-то действия. А также эта частичка в нас осознает, что за всем этим есть тишина и покой, такие желанные. Есть умиротворение, такое блаженное. И ошибкой было бы подумать, что все, теперь не нужно вообще ничего делать, нужно только сесть на медитационный коврик и ждать этого
вожделенного умиротворения. И когда это умиротворение достигнуто, его нельзя покидать. Не вовлекаться ни во что. Нет. Вместо этого, когда покой достигнут, необходимо возвращаться к активной социальной жизни. Покой достигается с чистым сердцем. И такой человек больше склонен помогать, отдавать, но видя истинную природу вещей, наблюдая наводнение вокруг, ум и сердце такого человека не будут затоплены.